Всем привет! Сегодня готовлю мое любимое грузинское блюдо лобио. Главная составляющая блюда – фасоль. Фасоль заранее промыла и замочила на ночь в холодной воде. Дала фасоли хорошенько разбухнуть. Теперь фасоль нужно будет заложить в кастрюлю и залить холодной водой. Для этого блюда я подготовила 500 грамм фасоли. Заливаю водой и ставлю на плиту. Содержимое кастрюли довожу до кипения. Как только вода закипит, ее нужно будет слить. Вода закипела. Теперь фасоль нужно будет еще раз хорошенько промыть и залить холодной водой. Добавляю стручок перца чили и несколько листиков лаврушки. Довожу до кипения и готовлю до мягкости фасоли. На это понадобится около часа времени. Лобио включает в себя большое количество специй. На 500 грамм фасоли нам понадобится 500 грамм репчатого лука. Лук нужно будет мелко порезать, мелким кубиком. С 2 красных паприк снимаю кожицу. Паприку нарезаю мелким кубиком. Три помидора нарезаю тонкими колечками. Зелень сельдерея, пучок кинзы, зеленый лучок, стручок перца чили. Чили добавляется по вкусу. Также нам понадобятся свежие листочки чабера. Чабер в переводе на немецкий Bohnenkraut. Многие могут перепутать с чабрецом. Чабрец — это совершенно другая травка. Чабер можно добавить как свежий, так и сушеный. Bohnenkraut можно купить в любом супермаркете. И листочки еще можно немножко измельчить. Четыре зубчика чеснока натираю на мелкой терке. В сковороду наливаю небольшое количество подсолнечного масла. Добавляю лук. Обжариваю до золотистости. В обжаренный лук добавляю паприку. Как только красный перец стал мягкий, добавляю помидоры
130 грамм томатной пасты. Томат раскрывает свои вкусовые качества, когда он хорошо пережарен. Зажарка готова. Фасоль готова. Она очень мягенькая. Перец чили вынимаю, лавровый лист тоже. Фасоль откидываю на сито. Дам стечь лишние жидкости. Жидкость выливать не буду, она нам еще понадобится. Фасоль с помощью погружного блендера разминаю. Вот, как вы видите, я половина массы размяла, а половина вот оставила целую фасоль. Добавляю сюда зажарку. Чеснок. Все хорошо перемешиваю. Добавляю чайную ложку паприки и чайную ложку уцхо-сунели. Имеретинский шафран пол чайной ложечки. Добавляю фасолевый бульон. Блюдо по мере остывания быстро густеет, поэтому фасолевый бульон не выливайте. По вкусу солю. Добавляю перец чили, зелень. Немножко зелени оставлю для украшения. Перед подачей блюду нужно будет дать хорошенько настояться, чтобы все ингредиенты соединились. Довожу сейчас до кипения и отключаю плиту. Закипело, отключаю плиту. Наливаю небольшое количество свежевыжатого гранатового сока. Здесь приблизительно 5 столовых ложек. Заправляю маслом грецкого ореха. Если нету масла, можно поджарить на сухой сковороде измельченные грецкие орешки. Тоже будет очень вкусно. Все хорошо перемешиваю и дам блюду настояться в течение 20 минут.
Вот такое блюдо у нас получилось. По желанию лобио можно украсить зеленью, зернами граната, по вкусу добавить сок свежего лимона или заправить грузинской аджикой. Это блюдо просто уникально по вкусу. Оно способно насытить организм не хуже любого мясного блюда. При этом все витамины и полезные элементы сохраняются в бобах даже после тепловой обработки. А еще это идеальное блюдо для тех, кто следит за своим весом и любит вкусно поесть. Я очень люблю это блюдо и рекомендую вам приготовить его. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.